Приветствую, друзья! Предыдущие пару-тройку месяцев я с удовольствием исследовал мир DayZ, несмотря на то, что с десяток раз натыкался на читерство в этой чудесной игре. Заранее спешу успокоить моих друзей и любимых врагов в Elite Dangerous. Это, вероятно, будет последнее видео про Days, и, скорее всего, в ближайшее время я вернусь в элитку. В общем, поехали! К великому сожалению, я не записал небольшой промежуток времени про то, что с нами было, и поэтому я кратко расскажу вам об этом. А потом продолжим уже под релевантные видеокадры. В прошлом видео про Days, ссылочка в описании под этим видео, я показал, как мы с Серегой начали строить мини-базу в сарае недалеко от огромной военной базы. У нас появилась машина Ада, Нива, и мы построили ворота в сарае и закрыли там машину. Наша база продержалась около 5 дней. Потом у нас вытащили лут из ящиков через стены, используя читы. С досады я превратил ворота в стену, и через сутки нас зарейдили, расстреляв и взорвав стену. На удивление, машина осталась на месте и на ходу. Правда, всего с парой целых колес. Мы на 2 колесах объехали десятки километров и восстановили машину. Было очень весело. Потом мы решили построить базу поближе к берегу и подальше от гнезда читеров, живущих на северо-западной огромной военной базе. Я выбрал отличное место в поселении под названием Мста, недалеко от которого есть мини-военка. Мы уже построили 2 пары ворот и поехали за ящиками в моем схроне. Приехали, и я случайно задавил Серегу. Он восстал на берегу и побежал поближе к нашей базе и ждал меня там возле мини-военки. Я приехал с его лутом и несколькими ценными ящиками с автоматами и прочими полезными для новой базы вещами. Серега ждал в открытом поле. Я с тревогой в сердце остановился, и через 10 секунд меня вырубили выстрелом в каску. И вторым выстрелом застрелили. Ну и Серегу тоже. Мы потеряли почти все, что было нажито непосильным трудом вместе с нашей первой машиной. И вот мы подошли к тому моменту, когда у нас была двухворотная база, и, как вы видите, я нелепо погиб от своей же постройки. Самое забавное, что мне хватило крови и бинтов, чтобы выжить. Но я растерялся и зачем-то снова пытался открыть базу. В последний момент я осознал, что мне скоро хана, и надо скинуть весь лут и закрыть внешние ворота, затем погибнуть, снова восстать на берегу, вернуться и забрать весь лут. Но я не успел закрыть ворота на кодовый замок. Я восстал на берегу и на ускорах, как только смог, прибежал на свою базу спустя примерно 45 минут. Трупа уже не было, и, к сожалению, кто-то успел побывать на базе и забрать ценные вещи, которые я скинул между воротами. Спасибо этому человеку. Он не забрал кодовый замок и, того хуже, не поменял пароль и не закрыл назло мне внешние ворота. Я поменял пароль и с облегчением закрыл вторую воротину нашей базы, отправившись в путь на поиски новой машины. По пути в Электрозаводске нашел бесколесный грузовик, но искать и тащить колеса на него очень долго и сложно. И поэтому я побежал далее. А далее меня ждала встреча с Читаком. К сожалению, я не записал видео встречи с ним, но записал последствия. Вкратце дело было так. Он вышел из дома, сказал, что он френдли и прочее, а потом он рассмеялся и сказал, что сейчас он исчезнет. И он исчез. А я забежал в дом, где этот читер в режиме невидимости ударил меня топором. Шутки ради, он снял с меня штаны и забрал все бинты вместе с штанами и пробудил меня, истекающего кровью. Я плюнул на это и вышел из игры, а потом, как вы видите, я вернулся. План был прост. Сбросить лут за домом в кустах, восстать на берегу и вернуться за довольно-таки ценным лутом. Я за то, чтобы бороться за жизнь до конца. Поэтому я забежал назад в дом, попытавшись сделать тряпки и перебинтоваться. Но все же погиб от потери крови. Возродившись в Черногорске, примерно в 3 километрах от брошенного мною лута в Электрозаводске, я на ускорах побежал за ним. Как вы видите, я по пути столкнулся с кладбищем кепок.
Кто-то знатно повеселился. И, наконец, я вернулся к кустику и подобрал все. Заодно я услышал жужжание роя мух и заглянул в дом, чтобы подобрать кое-какие вещи с моего трупа. Вот так можно косвенно бороться с фаготами-читерами, ребята. После этого инцидента я снова стал усиленно искать автомобиль и нашел в электрозаводске бочку и решил принести ее на базу. Около 5 километров пути пришлось проделать под дождем и ночью, под выстрелы злых игроков и рычание зомби. Спустя примерно 1 час я пришел на родную базу. Вот как она выглядела в то время с пристройкой у входа. Наконец, спустя пару-тройку дней мы с Серегой нашли автомобиль Сарку в Черногорске. Я отогнал ее без радиатора к реке, и мы пошли искать канистру и радиатор, чтобы пригнать эту машину на базу. Пришли со всеми запчастями к машине, и возле нее был какой-то вооруженный чувак. Серега отвлек его на себя и героически погиб. А я со всеми запчастями спрятался под мостом, подождал немного. И, как вы видите, без оружия, рискуя погибнуть и потерять авто, все же уехал на Сарке. Обезвоженный, кашляющий, уставший и больной, я заехал за ожившим на берегу Серегой и за еще одной спрятанной бочкой для лута. По пути на базу на военке между Мстой и Электрозаводском мы увидели еще одну машину Гюнтер, он же Гольф, но не стали выходить, чтобы проверить ее состояние. Риск был велик, так как возле этой военки мог дежурить какой-нибудь снайпер. Что ж, мы приехали на базу и с радостью в сердце думали, что наконец у нас появилась машина. Но на базе, заехав в пристройку, мы поймали баг игры. Выйти из машины смогли, а сесть в нее нет, так как почему-то мышь выцеливала все время пристройку и не было меню «Сесть в авто». Я закрыл внешние ворота на замок, чтобы не погибнуть от пробегающих мимо злых и голодных игроков с оружием. Открыл внутренние ворота, и Серега пытался толкнуть авто, бросая в него предметы. Опять-таки, к сожалению, я не записал тот момент, когда машина от удара брошенного предмета взмыла вверх и упала, перевернувшись возле нашей базы. Было очень обидно, но мы опять остались без авто. Но я помнил, что недалеко от базы есть автомобиль Гюнтер, на котором, как позже выяснилось, не было одного колеса. А радиатор, свечу и аккумулятор я снял с перевернутой Сарки. Также я затащил на базу и спрятал в бочке колеса от нее, в надежде найти другую Сарку в будущем. Я вернулся за автомобилем Гюнтер, установил все запчасти на него, но так как у него было всего 3 колеса, тяги не хватало для преодоления горок. Маневрируя, я кое-как отъехал от мини-военки. Удача сопутствовала мне. Никто меня не пристрелил, пока я этим занимался. Я отвез в кусты как можно дальше от военки авто и побежал в Электрозаводск искать 4-е колесо для Гюнтера. Вернулся с колесом, установил его и поехал на базу. От спешки чуть не разбился в поселке Старое. Но скорость была небольшой, и я ничего не сломал. И наконец-то приехал на базу. Открыл все ворота. Это был очень критичный момент. Так как если бы кто-то меня прибил, то все бы досталось ему. Но мне опять повезло, и все обошлось. Я тогда подумал, что нужно построить небольшой шлюз для выгона машины. И вообще пришла мысль расширять базу. Наконец-то у нас появилась машина, и мы с Серегой имели возможность быстро добираться до любой локации на карте. Одна машина хорошо, а 2 лучше. Я забыл упомянуть, что заметил тоже недалеко от Электрозаводска машину Аду, которую надо было собирать с нуля. Вероятно, она принадлежала какому-то клану игроков, так как недалеко от нее в доме была построена база. И вполне возможно, что игроки просто сняли с нее все запчасти, чтобы ее не угнали.
Я упоролся и побежал в Электрозаводск и Черногорск, и на разбитых машинах нашел 2 колеса от Ады. Принес их к машине и спрятал колеса недалеко от нее в кустах. Побежал на базу, забрал канистру с водой для радиатора, радиатор, свечу, аккумулятор, вернулся к Аде, установил все это на машину и угнал ее. В отличие от Гюнтера, Ада намного мощнее, и она вполне управляема на 2 колесах, расположенных по диагонали. Но в спешке я неудачно развернулся и едва не застрял. Пришлось повозиться, и я все же выбрался и поехал ко второй базе. Я успел недалеко от первой построить ворота в другом сарае и для этой машины. Пригнал машину на вторую базу, закрыл ворота и пошел заниматься своими делами. Было очень приятно осознавать, что у нас теперь 2 машины. 2 машины лучше, но 3 еще лучше. Когда я искал колеса для Ады, нашел западнее Черногорска еще одну машину, а именно Сарку. Ее кто-то оставил в лесочке неподалеку от города, и я случайно наткнулся на нее. На ней было всего 2 колеса, и я специально снял эти колеса и выкинул, отбежав подальше. А через пару дней я спланировал, как угоню и эту машину на базу. К тому времени я уже построил своеобразный шлюз для безопасного выезда машиной из базы. Стройка на ванильных серверах немного ужасна, поэтому получились небольшие дыры между воротами и забором. Но, впрочем, в такую щель пролезть невозможно. Итак, план угона был прост. Как вы помните, с перевернутой Сарки я снял колеса и другие запчасти, у меня были готовы. Я загрузил все в Гюнтер, выехал в шлюз, закрыл базу, открыл ворота, выехал из шлюза, закрыл ворота и поехал за Саркой. По пути я решил набрать бензина и заодно заправить Гюнтер на заправке в злополучном поселке Старое. Подъезжаю я, значит, к заправке, смотрю в оба, чтобы никого там не было, и вроде все тихо. На ходу с канистрой в руках замечаю, что какой-то хрен целит меня из подсобки. Как же мне повезло, что этот бомж стрелял в меня дробью с такого расстояния. Даже в бронежилете и каске ружейным калибром он бы меня отключил, а потом бы добил, стреляя он обычными патронами. Шоколадный получил по заслугам, адреналин у меня зашкаливал, вокруг бегали зомби и испуганные свиньи, а я заправился и поехал осуществлять свой план угона. Мне опять повезло. Добрался я до окраины Черногорска и сбросил все запчасти от Сарки недалеко от нее. Уже вечерело, и надо было спешить вернуться на базу на Гюнтере, по пути забрав еще 2 найденные мной бочки, которые я перенес и спрятал в кустах возле дороги. Я проделал все эти нехитрые манипуляции, удача мне сопутствовала, и больше диких бомжей я не встречал. Вернулся на базу и удачно загнал машину в шлюз и на базу в сарай. И налегке собрался в ночное путешествие расстоянием с десяток километров из Мсты до Черногорска пешком, чтобы закончить план угона Сарки. Я научился двигаться ночью, ориентируясь по проводам ЛЭП, видимым на фоне неба, и используя компас. Перед Черногорском в многоэтажке вдали я увидел тусклый свет, и через бинокль увидел одинокого выжившего, который, как и я, искал что-то в этом мрачном мире постапокалипсиса. Будь у меня снайперская винтовка, я бы, наверное, его пристрелил. Но моей целью был угон 3-й машины на базу, и я побежал далее. Под самое утро с трудом я нашел куст со спрятанными автозапчастями от Сарки и начал перегон машины на базу.
Удача опять сопутствовала мне, и никого не было по пути домой. Я загнал машину в шлюз, снял с нее все колеса, аккумуляторы, свечу, для того, чтобы максимально усложнить рейдерам задачу по угону моей третьей машины из шлюза. И довольный продолжал выживать в этом чудесном мире. Очень трудно передать даже в получасовом видео все эмоции и атмосферу игры. Особенно, когда ты выживаешь в основном сам. Я перевез на базу ящики с самым ценным лутом из моего схрона недалеко от поселения Горка. Расширял базу, рискуя быть застреленным в момент рубки деревьев, или распила их на доски, или в момент непосредственно стройки. Удача постоянно сопутствовала мне. И несмотря на то, что читеры убивали меня в лесу через 10 секунд после моего появления в кустах возле огромной военки на северо-западе, несмотря на то, что они из инвиза ударяли топором и снимали штаны, несмотря на то, что они вытаскивали лут из ящиков из базы через стену, несмотря на то, что эти подонки играли и мешали, я продолжал наслаждаться этой чудесной игрой и строить базу. Пригнал еще одну машину Аду. По итогу у нас с Серегой, благодаря моим усилиям, было одновременно 4 легковых машины, 9 бочек и десятки ящиков. Приличная база с самым ценным лутом, спрятанным за 4 замками. Построена была трехэтажная башня, и даже был электрогенератор и 3 лампы для освещения территории базы ночью. Были планы пойти в статическую зону химического заражения. Я собрал уже 2 химкостюма и ждал выходных и Серегу. Чтобы передать немного атмосферу игры, я сделаю небольшую нарезку из видео, а потом в конце видео расскажу вам и покажу, чем все это закончилось. Приятного просмотра, ребята. Да, наверное, да? Вот так вот за елочку стать. Добро пожаловать на военку. Так, что, свечку я возьму или ты возьмешь? На КПП здесь, где я с зомбаками убиваю зомбаков. Вот тут сейчас. Блядь, ебать тут зомбаков. Сейчас я их с мачете. Вот, блядь, порезано. Ну пизда, кот. Что, мне пизда сейчас будет. Ну что я сделаю? А меня окружили тут они. Я их расстреливаю. Я еще забыл включить. Ты живой? Да. Иди на улицу ко мне сюда подымайся, если есть стамина. Блядь, еще зомби. Да, много. О, вот тебя сказка бежит. Надо в лицо попасть. В лицо попади ему. Ну нечем, блядь, стрелять пока что. Ебанулся, блядь. Вот это каска, ты говоришь. Сука, все, блядь, сломали. Ну, Да блядь. похуй починишь, что ты переживаешь. ППшки смотрим и идем к Я машине. знаешь, что хотел еще посмотреть? Вон там контейнеры где-то я видел. Я бы их облутал. Я, Серега, не знаю, что будем делать, как добираться будем. Ну, ладно, вот это здание еще и...
Ну, идем вдвоем, так будет надежнее. Зря ты бизон не берешь. Его можно уже- починить, у тебя я- будет. Я фуловый уже. У меня два Я бы автомата. забрал. Я имею в виду, чтобы ты мог им стрелять. Я понял. Так, из машины доставай самое ценное. Что тебе кажется самое ценное. И выходим. Ну, крупное, чтобы потом не это. Броник заберу обязательно. Блять, мину противопехотную. Это лопатина в говне. Так, налево. Не, а до Нива для этого лучше всего. На Страке и на Гольфе. Ну, Гольф зато скоростной, капец, разгоняется. Но они неуправляемые. Вот по бездорожью тут пиздец был бы. Все, Сережка, до завтра. Да. Можем мину где-то поставить, растянуть недалеко. Мы устроим однажды засаду. На У дороге, нас есть граната, есть мина. на дороге поставим. А сейчас самое время можно делать. Надо найти какую-то базу. Я знаю, на севере есть база в лесу. Я пробегал. Примерно знаю, где она. Она в лесу. Колян, твой стабилизатор. Он по идее должен был так сказать. Я, кстати, запись веду, если что. Возможно, буду ее публиковать, если что-то случится. Публикуй. Я имею в виду, ничего лишнего не сболтни. Почему? Никто не должен знать, что я черный. Я, кстати, покупаю арбузы. Арбузы покупаю у этого... У Черембека, как Серый говорит. И... часто стою... Не арбузы, а вообще там что-нибудь, овощи, допустим, выбираю. Всегда подходит ко мне, говорит, почем... Женщина, почем, говорит... Раза 3 спрашивали. Я ей говорю, давайте мне доплачивать будете потом. Ну, этой продавщице, говорю, а я... Я Арблой. Нифига! Зарычала. Бабка встрепенулась. И дедушка тоже с ней. Здесь где-то она. О, у меня нету, кстати, света. Я найду сейчас. Нашел. Ого, смотри, какая тень большая от меня. Блять, ты чтоб сейчас тебя одна тень не осталась. Ты видишь, какой я высокий?
Серый, блин, ты сейчас... Тебя сейчас реально грохнет кто-нибудь, блин. Я что буду делать? Один. Мне сейчас бочку еще нести. Будь добр, сейчас. Не дуркуй. Свечку вытащил тут? Нет. А чё? Зачем? Все, едем назад. Да, да, нормально. Ну, бля, единственное, бревно мешает. Ну ладно, пойдет. Сейчас более-менее освещение нормально. Так, врубайте. Сейчас я Ёб твою мать. включил еще. Что такое, упал? Да. Генератор включайте просто. А, ты переставил. Подожди, Катушка. пока не включено. Вот это вот. О, раскрылся. Он, да, когда включаешь, он раскрывается. Можно просто бросать. Да. Так, ладно, я, короче, выхожу. Чё, через сколько поедем? Ну так себе, надо будет потом как-то попытаться еще разложить. Еще один фонарь надо туда в угол. И так-то нормально. Через 40 минут давай. Да блядь, Да. Что случилось? снайпер. А сильно не газуй. Это страка. Да пиздец этого. Съехал с дорожки чуть-чуть и все, я не могу вернуться. Жму направо, он, блядь, не А что вы... поворачивает направо. Вас вырубило, что ли? Да, походу Радик. Привести в чувство вас? Да нет, сейчас уже что-то открывается. Полглаза. А, у тебя колесо одно убитое. Ну там есть запаска. А этот. А Радик что, главный Радик, что колесо? Блять. Пизда Радик, да. Да не знаю, я пока не вылажу. А, Сука, я как чувствовал, что надо было радиатор с собой взять. ты взял? Нет. В смысле нет? А почему? Два колеса убиты, ёбаный в рот. Ладно. А ты на двух не уедешь нормально. Что-то ты херово, слишком разогнался. Серый, тебя тоже выключило. Конечно. Колеса должны быть с двух сторон. А, 3 колеса целых. Да. Подожди, Папа, поехали куда-то едем. Колян, я к тебе. Да, да, ты садись туда. Вова газует, да? А я смотрю, он так урвал, думаю, нихера гоняет по такой дороге-то. А чё это-то? Опять я не говорю. Ну да, все, нагрелся двигатель. А зачем ты выложил-то, блин, запасной радио? Я про это вот и говорил, например. Да, и у меня вот сколько езжу, ни разу не понадобился. Я так не врезался сильно. А я сколько езжу, постоянно надо. Хуёвый водитель. Я просто русский. А, Все, и скоро пизда. что, может, колеса заберем с нее? Где-то найдем еще сарку вдруг. Подъедь поближе. Смотри сейчас, чтобы не сбил тебя. Это на меня едет. Надо этот разбирать. Ящики. Металл не влезет. У меня в машине шум почему. Машина! Да врезайся куда или что? Где? Какая машина? Сначала машина стоит в лесу. А, подожди. Где?
Вон, видишь, в кустах стоит. И там человек? Ты его людей не видел? Не, я не видел. Вот он. Че, будем выходить? Давай. Давай, давай. Торможу, выходите. Может, радики, я не могу выйти. Может, радик есть тогда на нее пересядем и все. Ну, я пересяду. Я просто челиков не вижу. Нихуя тут нету. Да тут... Ни колес, нихуя нет. Одно колесо есть. А чё, а где чел, ты сказал, здесь был? Я не говорил, чё? чел. Блять, Сказал, машина. Вова, зачем руинишь? Оставь людям машину. А, я думал, ты с фонарем. Это зомбак, да? Нифига. А чё, так можно было, да? Тут я в этом в казарме. Ага. Чё, ты тут зомбаря? Фонарем убегаешь? Я убил. Я его убил. Где? Чё? Где серый? Погодите. Я его убил. Зомбяк тебе бежит. В казарме кто закрыл сейчас? Я закрылся. Я с фонарем бегаю. Я понял. Я бегу к вам. Захожу. Куда ты заходишь? К вам. А, тут Серега. Не, там Серега. Я в соседнем. А где чувак серый? Тут валяем. Ну нихуя такого, я ему все нахуй убил. Это я. Что это? Я. О, патрончики-то у него имеются нахуй. Вы можете, в принципе, пешком. Я просто подгоню. Ну, я не знаю, где ее оставлять. А, ну в лесочке прямо вот где... На СЗ хотите? Нет, я на СЗ особо не хочу. Сейчас будет лагать, да уже надо сворачиваться. Я просто не знаю, куда ехать еще. Надо еще до дома вернуться, загнать машину и как бы полчетвертого. Тут, к сожалению, хорошо играть только до 4, до 5 максимум там. Потом... Ну, можно играть, но пинг высоковатый. Вот. Именно на этом моменте я выключил видеозапись, собираясь выйти из игры, и меня, внимание, в казарме с маленькими окнами ночью с огромного расстояния застрелили. Это 100% был читер, потому что приборы ночного видения не работают через оптику в игре. Позже я смотрел видео в Дискорде от лица Сереги. Читер прибежал и застрелил и его. Долбанный читак просто видел нас сквозь стены, как админ. Но и это не сломило мое желание играть. Хоть мы и потеряли одну из 4 машин и были застрелены читаком, как вы видите, я вернулся на базу, и ее уже зарейдили снаружи. Грамотно сделали пристройку, залезли за внешние стены, сделали одну из стен воротами и угнали машину со двора, которую я не успел спрятать в шлюз. Причем они навесили на ворота свой кодовый замок. Теперь внешняя территория базы скомпрометирована, и я решил усложнить противникам жизнь на нашей базе. Разобрал пристройку, построил внутри перед их воротами стену, затем я зашел в нашу башню, разобрал ворота, сделав их стеною, зашел в самое сердце базы и увидел, что читеры и тут побывали, и через стену достали уже не только из ящиков, но и из пары бочек лут. Это окончательно сломило мое желание играть в это читерское дерьмо. Я все ворота базы, а их всего 4, сделал стенами и остался внутри, решив, что уже вряд ли буду играть. Но на следующий день любопытство возобладало, и я зашел в игру. Базу зарейдили, расстреляли и взорвали окончательно все ворота, и угнали Гюнтер из гаража. Оставалась еще невдалеке мини-база сарай с адой и парой ворот, но я принял окончательное решение больше не играть в эту игру. На этом все, господа. Игра прекрасна.
Вот мой лучший результат выживания в экстремальных условиях поиска машин более 2 суток игрового, обратите внимание, времени. И это было на официальном сервере. Да, есть еще всякие модовые серверы с админами, но играть по их правилам и заниматься охотой на ведьм, то есть ну вы поняли, охотой на читеров, я не собираюсь. В топку P2P игры, господа. Аминь.